начинаем. Мы в Реджо Эмилии идем в сторону стадиона. Сегодня Соло играет с Миланом. Решающий матч. Милан может впервые за 10, точнее 11 лет стать чемпионом. Вот к чему привел переход Златана в 2019 году. Да, вот чего довел. Команду, которая была на 13 месте, ни за что не боролась очень долгие годы. Выиграл там Суперкубок Италии только в 2016 году. Но не была претендентом на Скудетто, не боролась за самые высокие места, и вот так все поменялось. Тренер-неудачник Пьоли стал супертренером по всем своим показателям, по среднему количеству побед, по набранным очкам и всему остальному. Все заиграли, Ляо теперь мировая звезда. И вот сегодня решающий матч, будет понятно, сможет ли Милан отстоять это первое место, которое занял в 37-м туре и до этого. В 37-м стал отрыв, 2 очка, и теперь нужно сыграть в ничью, чтобы стать чемпионом. Подходим, который построили владельцы компании, или точнее отремонтировали владельцы компании Mapei, который занимается строительными смесями. Алексей в превью подробно рассказывал про Джорджио Сквинси, который является фанатом Милана. И, возможно, эта команда сегодня поможет. Команда занимает 10 место, ни на что не претендует, ни за что не борется. И ниже, по-моему, никуда не уйдет. То есть ей этой команде ничего не нужно, а Милан должен стать чемпионом. Выиграть Скудетто и, возможно, Ибра завершит. Да, вот видите комментарии. Прячутся в тени деревьев. Видишь, они ровно под тенью дерева умещаются, а под другим деревом другие фанаты. Причем у них прям целый пикник. У сектора собирались не только ребята из Курва, Суд, Ломбардии и других регионов Италии, но и обычные миланисты. Целые семьи, дедушки с внуками и внучками постоянно встречались по ходу нашего движения. Все хотели оказаться на трибуне. А среди этих парней легко можно почувствовать себя героем игр GTA. Знаешь, это еще напоминает, как мы в Мюнхене шли на стадион. Да, это Голгофа, блин. Да, по всей видимости, они еще не приехали. А вот и нам достался свой клочок земли в Тиньке. Да, думаю, 100% Полина на всю жизнь запомнит этот выезд. Самое время протестировать местный фастфуд, ведь по моему опыту еда у итальянских стадионов гораздо более вкусная и качественная, нежели в дорогих итальянских ресторанах Москвы. Нет, напоминает чемпионат мира из Европы. Такая жара была. Пойдем посмотрим, что там происходит. Где же все-таки спекулянты, а? Кто-то же купил все эти билеты. Держатели абонемента Соло могли максимум забрать по 4 билета. 100% среди них были перекупщики. Две машины полиции. А теперь слово за миланистами. Среди итальянцев никогда не заскучаешь. Собственно, за это мы их и любим. Дима! Cosa hai fatto? Как говорится, пошла жара. Далее следует непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений.
Тысячи извинений, ребят, за небольшой спойлер на дальнейшую судьбу Стефано Пиоли и Ибры. Жара и время сыграли свою роль. Многим надоело стоять без билета у стадиона, они решили взять его штурмом. Счастливые обладатели билетов растворились в общей массе Россонери, ведь большинству миланистов так не повезло. А палатка Сассуоло на входе повторила судьбу домика Ниф-Нифа для голодного волка. Сассуоло, которую снесли фаны Милана при входе, кто-то поставил, конечно, палатку с символикой Сассуоло, где заходили фаны Милана, додумался, но ее уничтожили благополучно. Фанаты штурмуют фан-сектор. Я так понимаю, что все идут. Полицию давят. Может, тоже пойдем? Может, тоже пойдем? Все идут. Надо сказать, полиция ретировалась, отступила. Они сейчас попробуют контрнаступать. Штурм закончился успехом всего для нескольких десятков тифози. И как сказал нам один из миланистов, примерно за час до начала матча лидеры Курвасуд будут пропускать тифози группами тех, кого они знают в лицо, настоящих фанатов, чтобы точно обеспечить поддержку Россонери на стадионе. Насколько я помню, перутся Лациали или Ювентини, но точно не миланисты. Поэтому мы решили не терять время и попытать частью других секторов. Путями мы пробираемся, чтобы попасть на матч. Это канава. Гостевая трибуна оказалась отгорожена от главной части стадиона высоким забором, непроходимым рвом с помоями и подъездными железнодорожными путями, поэтому мы ищем обходную тропу. Люди ищут, каким образом попасть на матч без билетов. У некоторых, кстати, есть билет, но мало у кого. Тут кукурузное поле. У Полины даже возникла идея нарядить с каким техническим работником и таким образом просочиться на трибуну, но поблизости не было магазинов со спецодеждой на Google картах. Да. И удостоверение не настоящее. Мапей Стадиум пока не взят. Люди, у них есть билеты, в отличие от нас. Ходят на стадион. Как в Динамо, торговый центр внутри. Как это есть новая часть, но мы были на какой-то древней, где Курвасуд Милана. Здесь эвакуационный выход, что ли? Интересно, что-нибудь там видно? А, ничего там не видно. Трибуны. Пытаемся найти возможность попасть на матч. Но это очень тяжело пока. Фиг вам. Да все нормально, мы не одни такие приехали, попытаем счастье на противоположной стороне. Как только не пытались пролезть на зрительские места несчастные тифози Милана, но никто не смог обмануть систему, а местные не горели желанием продавать билеты, хотя на моих глазах один фан Россонери слил кому-то заветный квиток, и мы не успели чуть-чуть. Поэтому тем же путем возвращаемся к своему сектору. Что-то его используют как подставку для всякого мусора. Странно. Странно у него ходит. Не обманул фанат, боссы на месте и пропускают по группам. До матча еще час, люди еще надеются попасть на сектор. Похоже, Полина задолбалась окончательно, ее взгляд был красноречивее всех слов. Только не выключайте, ребята, этот клип не про просмотр футбола по телевизору в придорожном кафе, самое интересное впереди.
Не найдя способ попасть на стадион, мы пришли в какое-то кафе тут рядом. И здесь небольшой экранчик с футболом. Фух, да уж, если на улице плюс 35, то в кафе все 50, это невероятная духота. Надо побыстрее отсюда валить. Ну, Милан, порви это Сассуоло за зияющие пустоты на трибунах и историю с пропавшими билетами и спекулянтами. А мы подумали пойти на вокзал и поехать на Дуомо, но случай заставил нас задержаться до самого вечера в Реджо Эмилии. Не попали на матч. Но ничего, мы услышим, как все закончилось. Матчи Милана мы много в этом году смотрели. Трансляция Матч ТВ с русской сим-карты в Италии, конечно же, была недоступна. Но вот что значит болеть за Милан. Красно-черная семья никогда не бросит тебя в беде. А тут люди в домино играют. Им не до футбола. Они свое отыграли уже. Это еще только начало истории. Вот семейная пара живописно расположилась на горке с ноутбуком за просмотром трансляции, а нас выручили парни из альпийского городка Тренто, а также проклинающие Сассуоло вместе с их россыпью пустых мест на стадионе. Жиру. È un bel po' dopo. Трансляция на телефоне ребят сломалась, и вот все вместе мы идем на горку к семейной паре. На самом деле, в этом что-то нет. Вот смотри, к нам еще идут. Наши новые знакомые приехали из Бергама и так же, как многие другие россонери, не смогли достать билет. Просмотр матча был немножко читерским, ведь, как обычно, трансляция запаздывает, и когда случался гол, сначала кричал стадион, и потом уже мы в предвкушении ждали у экрана. Ох, Siamo tanti in ritardo. Uguale. Guarda quello di Это prima. второй, что ли? да. Подача ляв? Да. Che è stato Radio Bombo? Что-то вообще уже 3-0 уже. Ma perché deve andare via anche questo? Puoi andare a Barcellona col gol dell'ultima partita. Блин. Знаешь, каково было бы там? Chiamo mio papà, dai. В тот же миг забылись досада и обида на обстоятельства, не позволившие быть нам на трибунах. Когда вокруг тебя такие счастливые люди, уходит и усталость, и плохие мысли, и все негативное забывается моментально. Что касается исхода матча и завоевания Скудетто, честно говоря, я был спокоен еще за несколько туров до окончания сезона. Тот настрой, уверенность и какой-то космический уровень футбола, показанный Миланом в последних турах, честно говоря, не оставляли до Соло никаких шансов. В первую очередь меня интересовало, сможет ли Ибра выйти в этой игре и забить в решающем матче сезона. Вот так смотрим футбол. Что, Полин, как тебе поездка в Реджо Эмилию? Сказать, что я устала, это ничего не сказать на самом деле. Безумно устала. А первый тайм? Ну, уже за 3-0, как вроде слишком все понятно, даже чего тут еще ждать. С компьютером уехали. Уехали, и вот мы идем с ребятами на стадион праздновать победу Милана. Да, Полин? Не забьют же Сассуоло 4? Да, как бы ты не хотела этого. Находчивые предприниматели уже продавали мерч с символикой Милана в честь 19-го Скудетто, хотя игра еще не закончилась. Хоть трансляция на смартфоне наших новых друзей тормозила, мы понимали по отсутствию реакции стадиона, что пока больше никто не забил. Надо спросить, откуда автобус будет выезжать. А ребята встретили земляков у стадиона, также не попавших на трибуны.
что, Милан чемпион? Да, Милан уже чемпион. А потом забил Ибра и начался настоящий карнавал. Да ладно! Да ладно! Интернет, конечно же, у всех не ловил, и мы не смогли посмотреть гол. Ну как посмотреть-то, ё-моё? Когда он вышел? Ибра? Это дурдом! По старой традиции Полина полезла в самую гущу толпы, и пришлось ее догонять. Скажи что-нибудь. Ну что, я же знал это. Я знал много лет назад. Пить! А ты поставил? У меня времени не было. Но телефон виснет. Буря эмоций, просто нечего и добавить. Один парень с надписью «Родриго» на спине расплакался навзрыд. Вот как раз Полина его снимает. Мы поспешили на вокзал, потому что были слухи, что команда после матча быстро соберется и переедет в Милан вместе с трофеем и покажет его на Дуомо. Будто это какая-то космическая станция.
который построил Илон Маск. Вот, возвращаемся на вокзал. Одиночество. Да, все на стадионе еще. Мы хотим уехать пораньше, чтобы застать парад. И, возможно, может, мы с Миланом в одном поезде поедем. Но это, конечно, Никто не мечты. успели. Да, здесь вот виноградники. Такие живописные виды. Мимо едут машины, сигналят. Все Хайет, Челханоглу, Интер и Венц. Милан чемпионы. Кажется, билетов нет. Сюда попробую в это. У нас есть билеты на через час. Да. На самый ближайший поезд, отправляющийся через 5 минут, билетов не было. Нету. 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 Хорошо, что мы купили заранее. Вот сидим мы сейчас практически в совершенном одиночестве на этом прекрасном вокзале. И почему-то, Петя, думаешь, что сейчас придет сюда Милан. Почему ты так думаешь, Петя? Они же должны успеть помыться. Мы уже помылись. Матч час назад закончился. Спонсор Прикиарос Милан. Подожди. На этом поезде едут. Сейчас сколько времени? 15. То есть матч закончился 45 минут назад. Ну, в принципе, да, могут успеть. Ну, мы едем на другом поезде. Ну, сидим на этой платформе, откуда уходит этот поезд, но что-то никто не провожает Милан. Тишина и спокойствие. Да не успеют они. Так что, голосовать меня не дошли, да? Я не знаю вообще. Я не беру в интернет. Спасибо, знаете все кому. Команды на вокзале не было, но ничего, они скоро нам еще встретятся. Ну, в общем, идем домой. Нам сказали, что празднование будет завтра в 6 вечера. И это очень хорошо, потому что как раз закончу свой устный экзамен по английскому, и можно будет праздновать. Как мы продлим еще на один день отель. И завтра все продолжится. Ну, может быть, сейчас в Питере смеется, пойдет на площадь дома. Сил нет. Ну, ничего, сейчас найдешь. Давай. Очень-очень давно мы уезжали с этого вокзала. И давно было. Да я Они шучу. уезжали. А, это было давно когда-то. Да нет, я говорю, что день прошел целый. Ну вот, я не знаю, даже, наверное, ничего не видно сейчас. Но, возможно, слышно, что на достаточно широкой улице все сигналят, ездят с флагами, свистят. В общем, празднуют. Вот, например, да? Они все в кассу Милан едут куда-то, на базу. То есть в музей. Может, туда кубок привезут. Возможно. Вот он там, видно уже Мальдини, все звезды. Ариго Саки, Амброзини, Костакурта. Адам, вот мы и тут. Куда это? Вот это, да? Да, это у нас Кубки Чемпионов. Да, вот это, когда Златан в Барселону приехал, точнее. А вот билеты были, да?